Чэнь Цань, в этом уезде все знают, что ты лучше всех считаешь. Хорошо, что ты нашел недостачу за этот квартал. Дядя, не стоит благодарности. Находить ошибки и исправлять их – это мой долг как счетовода. Сегодня день рождения ЮЭР. Я хотел бы пораньше закончить работу. Иди, иди. Какой хороший парень. Так любит свою жену. Брат Чэнь, почему ты сегодня так рано вернулся? Я обещал провести твой день рождения с тобой. Как только накопим денег, мы переедем в дом с двориком. И больше не будем слушать ворчание хозяина. Лишь бы быть с тобой. Где угодно хорошо. Старый демон иссохшей крови, ты убил моего ученика. Если сегодня не отдашь нефритовую эссенцию духа, то этот и есть Нюань станет твоей могилой. Ха-ха, ради одной книги ты, лицемерный ханжа, готов вырезать целый город смертных. Давай, посмотрим, кто умрет первым. Быстрее! Бессмертные и смертные. Раз уж судьба смертного предопределена небесами, то я пойду против этих небес. И стану тем, кто двигает фигуры. ЮЭР, в этой жизни я не смог дать тебе покоя. В следующей жизни я воздам тебе справедливость. Там есть живой. По одежде видно, что он счетовод. В сумке у него точно есть деньги. Бессмертный наставник приказал: всякий, кто проходит здесь, должен сдать все металлические предметы, особенно те светящиеся стрелы жетона. Кто утаит, вся семья будет похоронена заживо. Тот культиватор не ушел, а приказывал смертным вооруженным людям искать стрелы-жетоны. Оставь сокровище, иначе смерть. Прошу, успокойтесь, старший. Я всего лишь проходящий мимо беженец. Живи. ЮЭР. Я еще не провел тебя через эти 3000 ли. Без руководства по техникам культивации прием духовных лекарств равносилен самоубийству. Я должен немедленно найти того, кто научит меня медитировать.
Смертный, проваливайте. Сюда могут ходить только культиваторы и их рабы. Я ученик, доставляющий товары в зал Циньян. По дороге на меня напали разбойники. Заходи, вонючий попрошайка. Этот управляющий Чжаю из зала тысячи лекарств. Опять урезает наши духовные камни. Было 5 цзинь духовных трав, а он говорит, что там земля, и дает всего 3 духовных камня. За ним стоит управляющий стадии создания основы. Да кто ты такой? Как это записано? В начале месяца поступило 300 дзинь, сейчас осталось только 50 дзинь, а духовные камни не сходятся. Вы тупица. Управляющий Джая, прошу, успокойтесь. Если я найду все недостачи за полчаса, могу ли я попросить у вас чашку горячей каши и свиток с искусством привлечения ци для новичков? Ты знаешь, что бывает за пустые слова в зале тысячи лекарств. Работник на складе номер 3 подменил класс духовных трав. При расчете духовных камней он каждый раз утаивал 3000 общая недостача, 423 низших духовных камня. Парень, у тебя есть яйца. Так точно все посчитал, хочешь шантажировать меня. Я просто хочу выжить. Вы – культиватор. Убить меня для вас проще простого. Но я могу удвоить ваш ежемесячный доход в камнях, а вам нужно лишь дать мне искусство привлечения ци, которое продается на каждом углу. Простой смертный хочет торговаться с культиватором. Это искусство привлечения ци ширпотреб, бери. Но этот жетон позволит тебе стать внештатным счетоводом в зале тысячи лекарств. Но запомни, твоя жизнь теперь в моих руках. Если я откажусь от мирских корней, кто восстановит справедливость за погибших смертных? Счетовод, управляющий Чжао сказал, если сегодня не сведешь дебет с кредитом, твоя порция остатков порошка сбора ци будет урезана. Приходи за ней через час. 5 смешанных духовных корней, духовная энергия в дантяне, как в ведре с дырявым дном. Не удержать даже крупицу не удержишь. Действительно ли это может решить все? Если небесный путь не дает мне дороги, я сам проложу себе путь расчетами. Управляющий Джая, дефицит лекарственных трав за эти полмесяца не сходится. Особенно трава кровавого духа и цветок, пожирающий юань. Запись о поступлении – 0. Что не касается бухгалтера, о том не спрашивай. Ты просто сведи цифры. Понятно. Только вот, свести эти цифры непросто. Мне нужно несколько целых пилюль отказа от пищи, чтобы поправить здоровье. Возьми. Если сможешь закрыть счета, ты не останешься без выгоды. Малец, что ты нашел в зале тысячи лекарств? Отдай копию бухгалтерской книги, и я пощажу твою жизнь. Ты из семью. Или человек главы города. Послали тебя убить смертного. Похоже, они очень спешат. Методы смертных. Даже бессмертные наставники – всего лишь смертные тела. Пока ты не достиг стадии создания основы. Яды и ловушки все еще эффективны. Вчера кто-то пытался отобрать мою бухгалтерскую книгу. К счастью, я спрятал ее глубоко. Затем, я не осмелюсь больше вести эти счета. Отпустите меня, прошу. Бухгалтер Чен испугался. Не волнуйся. Я пошлю людей защитить тебя. Как только этот большой счет будет сведен, я лично провожу тебя из города. Спасибо, управляющий. Смертный говорит, что может принести мне голову старого пса Джао.
Чем ты это докажешь? Тем, что я знаю. Управляющий Чжао тайно присвоил дань, предназначенную для Ордена Управления Духами. Он хочет поглотить эти ресурсы, чтобы прорваться на стадию создания основы. А я хочу лишь его смерти. Чего ты хочешь? После того, как дело будет сделано, мне нужны корни той травы кровавого духа и тайное лекарство, способное очистить меридиан. Этот железный смеет портить мне дело. А где тот смертный бухгалтер? Расчеты смертных в конечном итоге могут принести лишь крошечный шанс. Чтобы не быть обсчитанным, нужно самому стать тем бессмертным, кто управляет шахматной доской. Раз это расчет, значит, есть закономерность. Скорость потока духовной энергии к точке Шанчжун составляет 3 цуня в секунду. Нужно успеть до того, как она достигнет Цихай, задержать ее дыханием. Уровень культивации слишком низок. Без божественного сознания невозможно открыть такие бессмертные предметы. Город Черной Воды постигла такая беда. И они осмелились нарушить день набора учеников нашего ордена, где старый пес Чжао и железный камень. Докладываю, бессмертный наставник. Они прошлой ночью сражались насмерти. Передайте приказ. Через 3 дня. Отбор в Орден Управления Духами идет как обычно. Если не наберется 50 одаренных с духовными корнями, все пойдете в шахты на верную смерть. Вот оно что. Так называемый отбор – это всего лишь способ заманить обычных людей с плохими способностями в жертву какому-то демоническому зверю. Раз вам нужна кровавая пища, то я преподнесу вам такой подарок, который вы не сможете проглотить. Прикоснитесь рукой к нефритовой колонне. Те, чье свечение достигнет 3 чи, проходят отбор. В глазах тех, кто прошел отбор, не было никакой радости. Только оцепенение после контроля талисманом. Какой же это отбор? Это же скотобойня. Основа довольно крепкая. Забирайте. Старший брат, мы правда станем бессмертными? СПОИ. На предстоящем пути, чтобы ты не увидел, не оглядывайся. Качество этих семян на этот раз неплохое. Особенно тот паренек, бывший щитовод. Хотя его жизненная энергия не очень сильна, его душа, кажется, очень стабильна. Этот парень интересен. Завтра, как только войдут в туманный лес, сразу скормите их питону, поглощающему духов. Смертность 99%. Единственный шанс на выживание. Используя этот список взяток, разжечь фракционную борьбу внутри Ордена Управления Духами.
плачьте. Чем сильнее хаос в крови, тем больше нравится божественному питону. Когда он вас проглотит, выплюнутые жемчужины трансформации духа помогут мне сформировать золотое ядро. До появления питона осталось 3 минуты. Дьякон Сюй в 15 шагах от меня. Механизм пряжки, запирающий дух, повернут на 90%. Быстрее. Сейчас. Дьякон Сюй, ты самовольно открыл алтарь. Разве ты не боишься гвоздя, преследующего душу, из зала дисциплины Ордена Управления Духами, управляющий Чжаем мертв? Список, который он прятал, и этот жетон у меня в руках. Первое имя в списке — твое, великий Дьякон Сюй. Ты, щенок. Даже если ты знаешь, что с того, род мертвеца самый надежный. Божественный питон, съешь его. Ты уверен, что хочешь убить меня здесь? Посмотри на тень за твоей спиной. Господин инспектор Ордена Управления Духами, если не действовать сейчас, то когда же? Господин, это недоразумение. Этот парень клевещет. Ученик Чэнь Цань рисковал жизнью, чтобы очистить Орден. В этом списке записано, как Дьякон Сюй вместе с управляющим Чжао присваивали пилюли создания основы, предназначенные для Ордена, и перепродавали их. Ты, ничтожный ученик, осмелился использовать свою жизнь как приманку, чтобы достичь своей цели, используя меня. Ты не боишься, что я тоже убью тебя одним ударом меча? Боюсь. Но я больше боюсь умереть в долине, как собака. Список я принял. Что касается тебя, хотя Сюйданьянь мертв, те, кто стоял за ним, не оставят тебя в покое. Я должен стать сильнее, пока никто не сможет больше контролировать мою судьбу. Чэнь Цань, я спас твою жизнь, и это уже плата за список. После вступления в Орден, жизнь и смерть зависят от судьбы. Пять атрибутов, псевдодуховный корень. Опять бесполезный едок. В долине очищения клинков нужен кто-то для чистки. Иди туда и доложись. Это и есть бессмертный орден. Это же огромная бойня. Новичок, даже не думай о культивации. Если сможешь прожить здесь 3 месяца и уберечь эти руки от порчи злой энергии, считай, что тебе очень повезло. Тогда как здесь люди повышают свой уровень культивации. После очистки каждого демонического зверя 2-го ранга Орден награждает одним духовным шлаком. Эта дрянь едва хватает, чтобы выжить и не умереть с голоду. Юэр, я хочу бессмертия. И справедливости в этом мире. Если этот бессмертный мир — ад, то я стану щитоводом в этом аду. Я слышал о списке. Ты крутой парень. Но здесь я — закон. Выкладывай духовный шлак. То, что зарабатывают разнорабочие, принадлежит им лично. Брат Дуба, ты что, бросаешь вызов авторитету господина инспектора? Давишь на меня мертвецами. Хорошо. Завтра ты пойдешь в пруд Алого Скорпиона.
Остаточное количество яда в хвосте алого скорпиона составляет около 30%. Место у третьего ребра слева на брюхе – это место, где духовная энергия рассеивается медленнее всего. Если собрать эти остатки духовной энергии, Похоже, яд алого скорпиона недостаточно силен. я разочаровал старшего брата. Но разве старший брат в последнее время не чувствует, что точка Шанчжун слегка ноет? Каждую полночь духовная энергия течет в обратном направлении. Откуда ты знаешь? Я видел демонических зверей, которых ты чистил. Они обладают атрибутом инь. А ты практикуешь неполную огненную технику. Если продолжишь так практиковать, то на экзамене ордена в следующем месяце ты не пройдешь. Их пылинка для нас — целая гора. Но я, Чэнь Цань, должен с самого подножия подняться дюйм за дюймом. Брат Чэнь, твой трехступенчатый метод очистки трупов просто гениален. Эффективность выросла на 30%. Управляющий вчера даже похвалил меня. Каждому свое. Запомни, моя половина духовного шлака не должна быть меньше. Поступил донос. Разнорабочий Чэнь Цань украл пилюлю возвращения весны, пропавшую из внешнего двора. Остатки из списка, как и ожидалось, не меняют своей натуры. Инспектор может защитить тебя на время, но не навсегда. Старший брат Джоу. Эту пилюлю действительно взял я, но не украл. Объяснись. Управляющий Гаа. Старший брат Джоу в прошлом месяце из долины очищения клинков забрал 30 зеней слоновой кости 2 уровня, но во внешнем дворе было зарегистрировано 20 зеней. Оставшиеся 10 зеней. Если память мне не изменяет, ты продал его на черном рынке внизу горы и обменял на этот флакон с пилюлями. Ты врешь. 15 числа прошлого месяца, в 3/4 часа цзыши, на тропинке за горой. Когда я был бухгалтером, у меня всегда была хорошая память. Ты умный человек. Чжоу Хэн, мой дальний родственник. Ты перекрыл ему путь, а также перекрыл мой денежный поток. Нет. Я укажу господину управляющему более широкий путь. Что такое мелкие делишки старшего брата Чжоу? Если мы перепланируем утилизацию отходов в долине очищения клинков по моему плану. Что ты хочешь? Я хочу официально стать зарегистрированным учеником Ордена Управления Духами. И я хочу получить право распоряжаться всеми остаточными отходами в долине очищения клинков. Раз уж природный талант подобен лому, то я использую этот самый сильный огонь, чтобы проложить себе путь. Второй уровень практики Ци. Ценой стало сокращение жизни на 3 года. Но эту сделку я заключил. Управляющий Гаа был соблазнен этим парнем и не хочет его отпускать. Мы можем только сегодня ночью, во время передачи, перехватить и убить его на холме хаотичных камней. Какой-то мелкий разнорабочий 1-го уровня практики Ци. Стоит того, чтобы... Я вмешался. Этот парень слишком опасен. Убейте его. Верните список и пространственный мешок старого пса Чжао. Это приказ главы семьи. Люди семьи Чжоу уже снаружи.
Я могу защитить тебя какое-то время, но не всю жизнь. В долине очищения клинков. Тебе больше не остаться. Понял. Вот 30% прибыли за этот месяц. Управляющий, после моего ухода, как вы сведете эти счета. Запомните это. Раз уж не спрятаться, то превратим это кладбище в могилу для семьи Чжоу. Парень ушел в лес ядовитого тумана. Нам стоит подождать, пока туман рассеется, и только потом войти. Это обычный смертный яд. Он не пробьет наш защитный купол. Быстро и решительно. Кто там? Выходи. Нашел тебя. Чэнь. Хватит прятаться. Выходи и сразись со мной. Прятаться — не путь бессмертного. Брат Чжоу, я и не говорил, что я бессмертный. Я всего лишь бухгалтер. Брат Чэнь, не убивай меня. Все, что в моей сумке, отдам тебе. Мой брат — ученик внутренней секты. Если ты меня убьешь... Твой брат — ученик внутренней секты, поэтому я и должен тебя убить. Иначе этот счет не сойдется. Щенок, я вырву твою душу и переплавлю ее. Атта, что за место? Убирайтесь. С сегодняшнего дня я больше не разнорабочий, моющий трупы. Я ученик внешней секты Ордена Управления Духами. Чэнь Цань. Карма культиваторов.
не может быть сведена счетами смертных. Управляющий Га, вы только что сказали, что этот разнорабочий прошлой ночью бесследно исчез на 3 часа. Отвечаю, молодой господин Чжоу, это правда. Этот парень всегда был нечист на руку. Наверняка это он на холме хаотичных камней задумал недоброе против молодого господина Чжоу Хэна. Я дал тебе тройную плату, а ты даже не хочешь помочь мне скрыть это на одну ночь. Говори. Где мой брат? Я не понимаю, о чем вы говорите. Прошлой ночью я собирал травы на задней горе, хотел обменять их на духовный шлак. Собирал травы. Этот компас указывает на кровь моей семьи Чжоу. На тебе кровь. Моего брата. Дерзишь, да. Я сдеру с тебя кожу. Посмотрим, сможешь ли ты тогда считать. Скоро экзамен во внешний орден. Ученикам разнорабочим запрещено драться. Раз уж ты хочешь участвовать в экзамене, тогда на арене. Я окончательно положу конец твоим иллюзиям. Пилюля восстановления меридианов. Это же ходовой товар. Вижу, ты человек понимающий. 100 духовных камней. В долг не даю. Договорились. Подделка. Это был обман. Я, Чэнь Цань, всю жизнь все просчитывал, а в итоге меня обманул какой-то торговец. Неужели я действительно ошибся? Неужели смертные действительно недостойны совершенствоваться? Ха-ха-ха. Этот разнорабочий думал, что урвал выгоду. Этой ядовитой пилюли хватит, чтобы он сгнил заживо. Ха-ха-ха. Сегодняшний экзамен 10 тысяч человек войдут в ловушку. Последние 100 выживших попадут во внешний орден. Ха-ха-ха. Чэнь Цань, это значит, что небеса хотят твоей гибели. Не могу рассчитать. Совсем не могу рассчитать. Каждое уклонение отнимает мою жизнь. Ах, смейтесь. Смотрите, лишь бы выжить, я готов на все. Брат Чэнь, спаси меня. Разве такой человек достоин попасть во внешний орден? Тот, кто стоит, и есть ученик. Хе-хе. Вот и все. Не вини орден в жестокости. Такому ничтожеству, как ты, выбравшемуся из кучи трупов, уже хорошо, что есть место, где укрыться от дождя. Управляющий.
То, что поручил господин инспектор. Ха, господин инспектор. Он ушел в затворничество на главную вершину, чтобы сформировать золотое ядро. Минимум 3 месяца, максимум 3 года. Он давно забыл о таком мелком подмастерье, как ты. Я рассчитал, что он получит повышение. Но не рассчитал, что для бессмертных затворничество длится месяцами. В моих расчетах не было заложено достаточно времени на непредвиденные обстоятельства. Противоядие. 30 духовных камней. Я новый ученик. По правилам, мне полагается флакон пилюль очищения костного мозга. Я хочу обменять на пилюлю противоядия. Ты, кто роется в кучах трупов, в списке заслуг у тебя одни минусы. Нет духовных камней. Ха-ха-ха. Проваливай. Лучше полагаться на себя, чем на других. Раз орден не дает, то я сам заберу то, что у меня обманом отняли. Тот человек, должно быть, уже сгнил до костей. Как легко зарабатывать эти духовные камни. Пожар. Бегите. Кто меня толкнул? Пилюля восстановления меридианов хороша. Это ты. Ты еще жив. Помогите, заберите все эти духовные камни. Любая ошибка дорого обходится. Поэтому на этот раз я не позволю себе ошибиться. Это ты продал своими руками. Наслаждайся. Этот случай научил меня одному. В мире культивации никому нет дела до того, насколько точно ты считаешь. Им важно лишь, сможешь ли ты выжить. Чэнь Цань, орден не содержит бездельников. В шахту Ледяного Ветра, в 3-й туннель, требуется 10 первопроходцев. Ты отличился на испытаниях, и твое имя первое в списке. Старший брат Джоу. Там уже погибли 3 группы внешних учеников. И что с того? Ты винтик в ордене. Если тебе велят умереть, ты должен умереть. Если только ты не сможешь выложить 100 духовных камней, чтобы отменить задание. Это ты тогда в яме 10 тысяч трупов. Наблюдал, как Ся Лю зарезали. Если хочешь отомстить, сначала выйди я в пещеру, если переживешь первую волну жуков. Поток духовной энергии здесь направлен вниз. Значит, внизу не тупик. Ах, спасите. А-а. Не бегите, пролезайте в узкую щель справа. Панцирь золотоядных жуков слишком твердый, они не смогут развернуться.
Либо нас сожрут, либо прыгаем вниз. Я ставлю на то, что внизу вода. Все кончено. Здесь нет духовной энергии, нет выхода. Мы здесь умрем. Плач потребляет в 3 раза больше кислорода, чем обычное дыхание. Хотите жить? Слушайте меня. Исходя из базового метаболизма культиватора 2-го уровня очищения ЦИ, даже без боя, каждый день требуется полфунта еды. Оставшегося хватит нам 4 на 1,5 дня. И что потом? Потом мы либо найдем выход, либо нас станет меньше. Чэнь Цань, ты раньше в яме 10 тысяч трупов не помог умирающим. Здесь ты тоже убьешь нас, чтобы сэкономить еду. Чтобы убить вас, нужна сила. Это невыгодный расчет. Сейчас оптимальное решение такое: Амань, ты самый сильный. Отвечаешь за расчистку пути. Тощий, ты маленький и худой. Отвечаешь за разведку в щелях. Я отвечаю за привлечение духа. Привлечение духа. Здесь нет ни капли духовной энергии. Раз это древняя шахта, то обязательно должны быть остатки минеральных эссенций. Как только найду хоть крупицу, я смогу дать всем силы выбраться отсюда. Нашел. Согласно этой схеме потоков, в 300 метрах впереди должна быть заброшенная вентиляционная шахта. Не лезьте на рожон. Его ядро находится на затылке, но нужен кто-то, чтобы отвлечь его. Минус 1 человек. Теперь еды хватит на 3 дня. Ты специально спровоцировал его. Ты давно знал, что он нападет из-под тишка. Я дал ему выбор. Он выбрал самый глупый. Возьми его кровь и натри ею свою кирку. Это средство для снятия запрета с марионетки. 3 шага влево. Его стойка неустойчива. Ударь сейчас. Брат Чэнь, если бы я тоже захотел что-то украсть, ты бы тоже меня убил. Я принимаю только самые выгодные решения. Если ты хочешь жить дальше, только не будь мне обузой. Прошло уже 3 дня. Внизу, наверное, уже никого живого нет. Брат Чжоу приказал еще через четверть часа шахту запечатают наглухо. Я рискну, вырвусь и схвачу кого-нибудь с собой. Это самоубийство. У них 2 на 4 уровне ЦИ, а мы 3, инвалиды. Амань, прикрой меня. Я принудительно очищу духовную энергию в теле. После этого приема я либо умру, либо стану калекой. Ты готов пожертвовать собой, чтобы спасти нас? Нет, я просто делаю ставку. Ставлю на то, что ради спасения вы вытащите меня отсюда ценой своих жизней.
Почему такой, как ты, в конце готов рисковать жизнью? Потому что одному из этого леса не выбраться. Только если вы выживете, можно будет доказать, что меня подставил Чжоу Лин. План был спрятаться в старой шахте на западе города. 3 дня. Используя остаточную энергию из шахты, чтобы восстановить сердечные меридианы. Просчет. Я точно рассчитал местность, но не учел, что в городе опавших листьев 2 банды начнут войну именно сегодня. Старик просто проходил мимо. Искал место с духовными жилами. Не пугайтесь, юные друзья. Старик, судя по твоим седым волосам, твой срок жизни истек, да. Отдай свой пространственный мешок в качестве платы за вход. Нынешнее молодое поколение. Неужели они даже жетон Ордена Костяного Духа не узнают? Слишком рискованно. Что, если они узнают, что Орден Костяного Духа давно уничтожен? Это судьба. Я не верю в судьбу. Но сейчас я могу только рисковать. Ресурсы иссякли. Информация прервана. Тело сломлено. Как мне теперь все рассчитать? Знак семьи Джоу из Ордена Управления Духами. Хотя он и стерт. Но метод изготовления меня не обманет. Братец, эта штука, должно быть, запачкана кровью, верно? Назови цену. Семья Джоу объявила награду в 300 духовных камней за беловолосого выжившего. Как думаешь, я больше заработаю, продав этот сломанный меч или продав тебя? Прежде чем войти, я осмотрелся. В магазине всего 3 работника. У задней двери скопилась вода. Я думал, он будет сбивать цену. Не ожидал, что семья Чжоу так быстро отреагирует. Быстрее, прыгайте в воду. Брат Чень, мы не только не достали лекарства, но и за нас назначили награду по всему городу. Это и есть твой безупречный расчет. Я всегда хотел получить максимальную выгоду с минимальными затратами. Но я забыл, что в этом мире культивации я сам являюсь для других самой большой выгодой. Раз уж прямой путь не работает, я полностью запутаю эту ситуацию. Мы хотим видеть инспектора. Чжоу Лин вступил в сговор с внешними врагами и подставил своих собратьев по ордену. Доказательства у нас в руках. Дерзко. Сначала заведите их на допрос. Господин, это клевета. Эти 3 ублюдков явно погибли в шахте. Они наверняка шпионы, подосланные демоническим орденом. Чжоу Лин, разве шпион вернулся бы с этим списком? Первый этап завершен. Инспектор, чтобы утвердить свой авторитет, обязательно защитит меня. Разве он не должен был выйти из затворничества только через 3 месяца? Почему? Ты хочешь использовать законы Ордена как щит? Жаль, но мой брат Джоу Ао хочет твоей смерти. И тогда законы перестанут быть законами. В списке есть еще 3.
Это старейшина внутреннего двора, отвечающий за распределение ресурсов. Ты убьешь меня, и другая половина списка никогда не будет найдена. Ты думаешь, одним списком сможешь мне угрожать? Я обыщу твою душу, и все равно найду список. Успешность техники поиска души для тех, кто ниже стадии привлечения ЦИ, всего 60%. Я практикую технику ложной смерти. Если ты попытаешься силой, мое море сознания взорвется. И тогда вторая часть списка вовремя окажется на столе старейшины зала дисциплины. Ты – звезда внутренней секты. Тебе предстоит достичь золотого ядра и зарождающейся души. Зачем тебе из-за этих мирских духовных камней пятнать свою репутацию? По документам, все можно свалить на уже мертвого дикана Сюя. Мертвецы не разговаривают. Действительно, удобные счеты. Молодой господин Чжоу, проникать в карцер не по правилам, верно? Этот подсобник украл реликвию моего брата. Я пришел забрать ее. Если я не восстановлю меридианы за 3 дня, даже если они меня не убьют, я не доживу до испытания. Внешний ученик Чэнь Цань. За помощь инспектору в расследовании награждается одним местом в тайном царстве Цинсюань. Благодарю, старший брат, за милость. Чэнь Цань. Это опасное место с 90% смертностью. Ты сейчас даже духовную энергию не можешь использовать. Пойдешь туда, станешь легкой добычей. Это оно. Мои меридианы с 5 ложными духовными корнями. И так плотные, как железо. Возможно, это сильное лекарство, единственный шанс. Тебе нужно такое. Зачем каталитический порошок? Он используется для ускорения роста духовных растений. Но эти остатки лекарства ядовиты. Я просто хотел перед входом в тайное царство подготовить побольше средств самозащиты. Чжоу Айо устроит засаду у входа в тайное царство. Чжоу Лин пошлет людей перехватить меня в лесу. А мое преимущество в том, что они все думают, что я просто трус, который хочет выжить. Младший брат Чэнь, желаю тебе в этом путешествии никогда не возвращаться. Просчитался. Позиция телепортационного массива сместилась на 30 джан. Однако, это также позволило избежать окружения, устроенного Чжоу Лином. Если не получится, то я, Чэнь Цань, стану удобрением в этой змеиной пещере. Прямо здесь.
Смотри. Тут кровь. Этот парень точно был проглочен змеей с нефритовой тенью. Идите и поищите. Глава семьи хочет увидеть тело. Считал всю ночь. Ваши 2 жизни как раз хватит, чтобы восполнить последний недостаток в моих меридианах. Расположение учеников семьи Чжоу действительно образует веерообразное окружение. Наверное, они уже устроили засаду в том тупике. Семья Чжоу отправила 3 группы, по 2 человека в каждой, образуя горное окружение. Каждые 2 часа они будут запускать сигнальные ракеты. Чтобы запутать следы, придется пока смириться. Таким образом, в глазах посторонних я буду лишь бродячим культиватором, скитающимся по пустоши. Представление вот-вот начнется. Слизистые грибы в лесу – лучшая приманка. Всего несколько капель, и они выманят всех скрывающихся жадин. Почувствовав этот запах, сможете ли вы удержаться и не пойти за мной? Псы семьи Чжоу в конце концов сами станут добычей. Собака, чующая духов, отреагировала. Этот парень где-то здесь. Тише, тварь, не бегай. Похоже, он за расщелиной. На этот раз ему не сбежать. Летучие мыши кусают меня. Их не убить. Эти летучие мыши сошли с ума. Помогите. Грибной сок привлек летучих мышей, а этот камень положит конец фарсу. Я вызвал обвал. Спасите меня. Старший брат Чжоу, спасите меня. Сами напросились на смерть. Некого винить. Этот мешок духовных камней – плата за ваши оскорбления. Путь культивации изначально проложен по плоти и крови. Этот закат очень кстати. Ты еще жив. Но здесь повсюду шпионы семьи Чжоу. Зачем ты вернулся? Кто хочет жить, идите сюда, я подсчитаю. Чэнь Цань, ты – главная цель семьи Чжоу. Следуя за тобой, мы умрем быстрее. Чжоу Лин не только хочет убить меня, но и 80% духовных трав в этом тайном царстве. Когда он разберется со мной, вы все не сможете набрать даже 100 очков вклада, чтобы вернуться. Эти 3 участка с лекарственными полями, где защита семьи Чжоу слабее всего. Мы разделимся на 3 группы. Кто там? Бежим. Рассредоточиться и отступать. Чэнь Цань. Ты мог спасти его только что, но использовал как живой щит. Все должны умереть вместе с ним. С точки зрения расчета, спасти 10 человек или спасти одного дурака. Что выберешь? Хотите принести мою голову в качестве мольбы о пощаде? Этот человек сначала убьет вас, чтобы замести следы, потому что вы взяли его вещи. Еще не вышел. Этот щенок довольно терпелив. Передайте приказ. Кто не выйдет в течение последних 3 часов, того убить. Мое тело еще не полностью восстановилось.
Прорываться силой — верная смерть. Ты сошел с ума. Волна зверей убьет и нас тоже. Поэтому нам нужен кто-то, кто отвлечет их. Стреляйте. Остановите стадо зверей. — 15 шагов. Движение этого парня. Каждые 3 секунды есть заметная пауза. Щенок. Как ты посмел использовать такие методы смертных? Ты просчитался в одном. Такие молодые господа, как ты, действительно носят много собачьих шкур. Хм, 3-й уровень очищения ЦИ, и ты хочешь бросить вызов небесам. Умри. Ты взрываешь свои меридианы. Безумец, отпусти. Это называется сведение счетов. Ты мне должен. И расплатишься в этой жизни. Светильник жизни Джоу Лина погас. Вы все выжили, только его нет. И от тебя исходит его аура. Расскажи, как ты его убил? Старейшина слишком высокого мнения обо мне. Джоу Лин установил блокпост в Тайном Царстве. Все ученики, которые не сдавали 80% духовных трав, были им жестоко убиты. Он был спровоцирован всеобщим гневом и заманил демонического зверя 2-го уровня, чтобы погибнуть вместе с ним. Верно. Джоу Лин хотел присвоить все ресурсы Тайного Царства. Он хотел предать Орден и создать свою собственную силу. Верно. Джоу Лин заслужил смерть. Предать Орден и создать свою силу. Поиск души приведет к разрушению моря сознания. Этот ученик отличился в Тайном Царстве. Мы не можем разочаровывать учеников. Это список личной сокровищницы Джоу Лина, который ученик отчаянно отвоевал в хаосе. В нем записано все, что он присвоил в Тайном Царстве. Сотни растений духовных трав старше 50 лет, которые должны были принадлежать Ордену. Ты умный человек. Джоу Лин погиб от твоей руки. Я могу замять это дело, при условии, что эти травы достанутся мне. Травы у Аманя. Если я стану дьяконом по распределению ресурсов внешнего двора, часть этих трав будет появляться в кабинете господина каждый месяц. Ван Ху завысил показатели задания. Вычесть 3-месячное жалование. Отправить в шахты. Дьякон Чэнь. Это месть. Я действую по счетам.
Бухгалтерские книги здесь. Можете попросить инспектора проверить. Брат Чень, хотя эти осколки духовных камней сильно потеряли ци, накопив их, можно получить огромную сумму. Ты действительно собираешься списать их все как транспортные потери? В счетах ордена, пока общая сумма сходится, никто не обратит внимания на эти крошки. Растереть эти духовные камни в порошок, смешать с остатками полудемонической травы и сделать мощный порошок сбора ци. Как там подготовка людей у Аманя? Нам нужна вся серая цепочка поставок внешнего двора. Девятый уровень очищения ци против 4-го уровня очищения ци. 1 к 10 тысячам. Но если есть 100 тысяч духовных камней, то можно создать самоуничтожающуюся формацию. Шансы на победу можно поднять до 30%. Ты изменился. Сейчас ты больше похож на культиватора, чем они. Я не изменился. Я просто понял, что мир культивации ничем не отличается от мира смертных. Джоао, я дам тебе понять, что тот, кто ведет счет, никогда не остается в проигрыше. Дьякон Чень, зачем вы собрали всех так рано утром? Что-то случилось? Сунда поступил на службу в 5-м году Чинюань. Отвечал за распределение взрывных талисманов в Северной горной шахте. Согласно отчетам, за 5 лет ты получил в общей сложности 5000 взрывных талисманов. Сказал, что из-за твердых пород потерял 40%. Но я подсчитал добычу руды в Северной горе за те годы. Для добычи одного дзиня духовной руды в среднем требуется всего 0,3 талисмана. Остальные 1500 талисманов улетели в сокровищницу твоей семьи Сунь или провалились в щели пола этого зала. Ты несешь чушь. Не смей этими жалкими щитами. Меня пугать. Дахай, отправляйся в шахты. Возьми с собой мой аудиторский список. Все, у кого не сойдутся цифры, сначала лишатся поставок духовных лекарств. Если будет сопротивление, будет расценено как присвоение средств и наказано как попытка отделиться от ордена. Людечжуан, твой брат пропал в тайном царстве в прошлом году. То пособие по потере кормильца. Ты правда думаешь, что его не выдал зал? Если культивации недостаточно, то нужно использовать ресурсы. Корни этого ордена давно прогнили. Я точно рассчитал, что семья Чжоу подумает, будто я распродаю имущество и сбегаю. Они пошлют людей перехватить меня с поличным. Но я перевозил вовсе не камни. У тебя, парень, смелости больше, чем небо. Чтобы получить эссенцию холодной стали из твоего хранилища, ты должен сначала помочь мне убить нескольких человек. Хе-хе. Железная голова, твой молот еще годен. Почему ты прячешься и ждешь смерти? Потому что у меня нет такой смелости, как у тебя. Ты рискуешь жизнью. Аф, Дьякон Чень, ты подрываешь корни Ордена Управления Духами. Моя цена на 30% ниже рыночной. За 3 дня соберите 1000 дзиней масла земного огня. 1000 дзиней. Ты хочешь сжечь весь внешний двор. Семья Чжоу пожаловалась инспектору. Инспектор уже отправился проверять грузовик. Там были бракованные камни.
Настоящий товар «Железная голова» уже перевез в яму для отходов в долине очищения клинков. Чтобы поймать меня на горячем. Им нужно еще 100 лет учиться. Времени почти нет. Яд этих костей нужно подавить до великого состязания 100 дней. Становится все хуже. Простое равновесие. Я уже почти не могу сдерживать эту обратную энергию. Даже если цена будет высока, мне остается только рискнуть всем. Все ресурсы достались тебе, а я здесь только жду смерти. Наглость. Чэнь-цан, кто дал тебе смелость вторгнуться в запретную зону? Ты сам ищешь смерти. Открой глаза и посмотри внимательно. 7-е правило Ордена. При несправедливом распределении ученик имеет право на проверку. Ты бросаешь вызов неприкосновенной границе. Перед правилами нет исключений. Сегодняшнюю долю я обязательно получу. Мои кости сейчас сломаются. Многие пытались создать основу в этом пруду. Ты первый, кто выбрался живым. Раз уж ты выжил, давай обсудим эту сделку. То, что изначально принадлежало тебе, в конце концов вернется к тебе. И я знаю, как этого добиться. Какие у тебя доказательства твоих слов? Доказательства в его фехтовании. Это украденное намерение меча. 3 цуня левее ребра Джоу Ао. Это его единственная уязвимость, оставшаяся после насильственного слияния техник меча. Помоги мне убить его. Договорились. Последний расчет. Стоит лишь списать эти 3000 духовных камней на потери от обвала рудника, и дефицит, оставленный Джоу Лином при жизни, можно будет полностью покрыть. А эти 3000 духовных камней станут платой за могилу Джоу Ао. Брат Чэнь, как бы ты ни был занят расчетами, нужно поесть. Ты всегда говоришь, что костяшки шотов важнее всего на свете, но, по-моему, они не тяжелее этой тарелки лапши. Ха-ха-ха-ха-ха. Тяжелы лишь эти кровавые долги, которые еще не оплачены. Пожар в боковой комнате зала дисциплины. Пожар. Скорее тушите. Я все рассчитал. Хитрость с горючим маслом как раз уничтожит все накладные. Ты подрываешь жизненную силу Ордена Управления Духами. Если тебя поймают, не только ты, но и все причастные будут сожжены заживо. Если я выиграю, кто посмеет меня сжечь? Если я умру, кто посмеет проверять мои счета? До 100-дневного срока осталось всего 3 дня. Этого тела достаточно, чтобы утащить врагов в ад. Чэнь-цань, ты перекрыл финансовые потоки моей семьи Чжоу. Сегодня ты заплатишь за это своей жизнью.
Я все рассчитал. Вы больше всего боитесь этого мирского огня. А я? Я выросла в мирской суете. Брат Чень, ты, должно быть, устал от расчетов. Тогда поспи немного. Вернемся в уехнин Юань. Я снова сварю тебе лапши. Счеты еще не сведены. Как я могу спать? Он один убил 3 культиваторов 6-го уровня стадии очищения Ци. Ты человек или демон? Я дьякон. Я здесь, чтобы свести плохие счеты. Разве это не Чэнь Цань, тот самый щитовод? Как он мог дойти до такого? ЮАР. Еще один счет сведен. Из 100-дневного договора. Остался. Последний день. Завтра последний день. Этот человек там, на горе. Он идет по великому пути бессмертия. Он забыл твое имя. И забыл обломки черепицы, что он растоптал. Но я не забыл. Все 100 дней. Каждую секунду я все просчитывал. Сколько жизни мне осталось? Насколько быстр его меч? Сегодня я закончил расчеты. Результат. Смерть. Но я, Чэнь Цань, за всю свою жизнь не сводил убыточных счетов. Раз уж ты хочешь увидеть, как я паду в прах, тогда сначала посмотри, насколько сильно я смогу себя выжечь. Ах. Где подсобник Чэнь Цань? 100 дней прошло. Выходи и прими свою смерть. Чэнь Цань, неужели сбежал? Говорят, позавчера он получил серьезные ранения. Как он посмеет выйти? Ах. Я пришел по вашему зову.
как старший брат Джоу собирается урегулировать этот старый счет. 4-й уровень очищения Ци. Ты используешь запретную технику, чтобы держаться на сцене. Это оскорбление пути меча. Я дарую тебе быструю смерть. И отправлю тебя к твоей смертной жене. Твой путь в небесах. Мой путь в грязи. Сегодня на этой арене я сведу счет, который тебе не по силам оплатить. Потому и муравьи, что никогда не смотрят на небо. Этот удар мечом за моего брата. И чтобы ты понял, что счета сводят не ручкой. Это совершенное Ци меча 9 уровня очищения Ци. Чэнь Цань обречен. Расчет верен. Пик духовной энергии этого удара в точке контакта. Но передача под землей будет иметь задержку в полсекунды. Старший брат Джоу. Этот удар мечом стоил тебе 30% духовной энергии из твоего дантяня. По рыночной цене этот удар мечом стоит 50 духовных камней. Ты умудрился превратить всю арену в истощающую формацию. Откуда у тебя столько духовных камней? Это деньги, которые внешние ученики за последние 10 лет были лишены вашей семьей Джоу. Эти цифры никуда не денутся. Ты так на них смотришь, они сейчас засмущаются. Ха-ха-ха. Юэя, как только этот счет будет оплачен, я отведу тебя купить ту серебряную шпильку, что тебе приглянулась. Брат Чэнь, сдавайся. Уходи с арены. Выжить – это не значит влачить жалкое существование, как червь. Это значит видеть, как эти высокомерные боги один за другим падают замертво в грязь. Он сошел с ума. Твое тело уже разбито вдребезги. Как ты еще можешь двигаться? Потому что я рассчитал. Хотя твое искусство меча Великого Солнца мощное, но после каждых 10 ударов, чтобы вывести яд Ян из тела, твои легочные меридианы дрожат один раз. Убирайся. Ты — грязное, гниющее мясо. Убирайся. Ах, умри, умри. Умри. Брат Джоу,
Тебе тоже страшно. Те смертные, которых ты растоптал, тогда смотрели на тебя так же. Чэнь Цань, ты, презренный подсобник, заставил меня использовать это сокровище. Весь этот мир будет похоронен вместе с тобой. Джоу Ао. Он сошел с ума. Он что, собирается взорвать всю арену? Брат Чэнь, хватит. Уже достаточно. Пойдем со мной. Мы не будем совершенствоваться. Не будем мстить. Прости, если я не сведу этот счет. То, когда я попаду туда, мне будет стыдно смотреть тебе в глаза. Это последний обмен потерями и выгодами. Я обменяю оставшиеся 10 лет жизни на эту секунду взрывной силы создания основы. Невозможно. Как ты мог остаться в живых? Ты даже достиг создания основы. Этот удар. За 3000 невинных душ уезда Ниньон. Чэнь Цань, ты победил, но и погиб. Ах. Старейшина Чжоу, постойте. Только что в 3 больших хранилищах внешнего двора одновременно произошли колебания духовной энергии. А в тайной комнате Чжоу Лина мы нашли неопровержимые доказательства вашего сговора с внешними врагами. Амань, в той сумке еще 3 осколка духовных камней. Возьми. Купи что-нибудь хорошее. Брат Чэнь, в такой момент ты все еще считаешь.
Раньше я совершенствовался, чтобы убивать. Потом, ради бессмертия. Теперь же, я совершенствуюсь, чтобы больше не быть пешкой в этой игре. Брат Чень, нам нужно поторопиться. Эти бродячие культиваторы нас заметили. Потерпи немного. Как только выйдем из этого переулка, будем почти на месте. Неважно. Опять задумался. Суп совсем остынет. На, пей скорее, пока горячий. Я варила этот имбирный отвар целых 2 часа. Юэйр, жди меня. Я обязательно вернусь. Брат Чень, смотри, это же пилюля продления жизни, которую я отнял у тех отбросов из банды Черного Тигра. 2 пилюли. Ха-ха-ха. Амань, ты получил такие серьезные ранения ради этих 2 моих пилюль. Не стоило того. Что эти раны значат? Оно того стоило. Банда Черного Тигра из города Падающих Камней. Они контролируют черный рынок Северного района. Чтобы здесь закрепиться, нужно сначала разобраться с ними. Боеспособность всего 30%. Амань тяжело ранен. Толстяк Дахай не может сражаться. Эту партию нужно разыграть по-другому. Подпольные брокеры. Пришло время навестить тех старых друзей, что не любят свет. Посмотрите, посмотрите. Отличные пилюли бессмертных. Лечат от всех болезней. Не проходите мимо, не упустите шанс. Чэнь Цань, у тебя хватает наглости продавать здесь подделки и пытаться обмануть банду Черного Тигра. Эти лекарства не продаются. Они для вас, господин. Ты так добр. Уведите его. Ваша старая рана. Каждый раз, когда идут дожди, будто 1000 муравьев грызут кости. Неприятное ощущение, верно? Этот флакон спасет тебе жизнь и избавит от этой боли. Расчет верен.
Скоро. Все члены банды Черного Тигра отдадут свои жизни в мои руки. Божественный лекарь. Истинный божественный лекарь. Отныне ты мой брат, Джаоху. Ха-ха-ха-ха. Если лекарство действует, тогда все в порядке. Подожди меня. Я скоро отомщу за тебя. Старший брат Чэнь, беги. Люди банды Черного Тигра уже окружили нас. Не стоит жертвовать жизнью ради таких злодеев. Амань, возьми это и уходи с остальными. Это мой долг перед ними. И мой долг перед ним. Джоао. Это мой большой подарок для вас. Старик, твое лекарство неплохое. Скажи мне рецепт. Я дарую тебе быструю смерть. А твоих 2 спутников сделаю слугами. Жаль, что ты никогда не получишь его при жизни. Брат Чэнь. Брат Чэнь. Глава банды Черного Тигра – очень подозрительный человек. Он обязательно спустится лично, чтобы убедиться в моей смерти. Еще жив. Какая живучая тварь. Ха-ха-ха. Здесь мы уже не новички. Мы все будем биться насмерть. Амань, пересчитай духовные камни в мешке для хранения. Мы должны купить
территорию банды Черного Тигра. Действуем прямо сейчас. Их много, и они повсюду. Чем раньше, тем лучше, чтобы избежать лишних проблем. Ах, нас всего 3. В этом городе падающих камней. Все, кто принимал мои лекарства, это солдаты Чэнь Цаня. Суньте, 4 уровень ковки, граб-хранилище. Чэнь Цань, не думай, что, взорвав главаря, ты сможешь нами помыкать. Потому что в ту пилюлю чистого сердца, что вы приняли, я добавил свою кровь. Если в течение 3 дней не примете противоядие, ваши меридианы разорвутся, как сухая земля. Даже если сломанное починить золотом, трещина все равно останется. В эти смутные времена культивация – единственная твердая валюта. Раз уж этот мир культивации не дает мне дороги, то я сделаю так, чтобы все эти грязные дороги под землей стали принадлежать Чиню. Дьякон Чэнь, наш командир, сказал, отныне все пилюли в городе падающих камней. 70%, а твой толстяк сейчас гостит у нас. Советую решить побыстрее. Суньте, отряд Синего Волка, вперед! Сколько пилюль возвращения Ци и отказа от пищи на лунную ночь? Брат Чэнь, на 60 человек. Все в долг. Передайте вашему командиру. С этого момента за каждый камень духовной силы, что должен отряд Синего Волка. Мы перекрываем один источник воды. Колодцы в городе падающих камней. Теперь принадлежат Чиню. Как этот щенок Чэнь Цань посмел? Иди. Приведите толстяка до Хая. Хочешь, чтобы я прикончил тебя прямо сейчас? Командир, брат Чэнь никогда не ошибается в расчетах. Он сказал, что вы придете просить его через 3 дня.
Сейчас второй день. Командир, для боя нужна духовная сила. С каждым шагом ваш дефицит растет на 30%. Убейте меня, и весь отряд отравится. Или подпишите договор о слиянии ресурсов. ЮЭР, смотри. Моя бухгалтерская книга становится все больше, но внутри нет ни одного имени, которое я хотел бы увидеть. Джоу Ао действительно не собирается меня отпускать. 5-й уровень собрания ЦИ. 2 противника. Прямое противостояние. Шанс на победу меньше 10%. Нужно снова убить чужими руками. Надень эту одежду. Возьми эту шпильку. Сегодня в полночь иди в кленовый лес на востоке города. Помни, не оглядывайся, не говори. Если сделаешь это, эти духовные камни будут твоими. Господин, там небезопасно. Там будут демонические звери. Если не сделаешь, ты умрешь прямо сейчас. Ха-ха-ха. Это шпилька — любимая вещь босса. Хорошо. Возьмите его. А. Старший брат Чэнь, дело сделано. Но та женщина, она всего лишь смертная. С сегодняшнего дня Чэнь Цаня больше нет. Есть только культиватор. Брат Чэнь, этот аукцион слишком масштабный. Не только черный рынок, но даже скрытые культиваторы вышли. Боюсь, нашего капитала не хватит, чтобы удержать ситуацию. Нам не нужно удерживать ситуацию. Нам нужно открыть счет. Стоит им только начать делать ставки. Я смогу по частоте повышения ставок вычислить, сколько духовных камней у них на самом деле припрятано и к какой фракции они принадлежат.
Клинок, рубящий металл, первого класса. Стартовая цена – 10 тысяч духовных камней. Упустите. Второго шанса не будет. Место номер 3 делает ставку решительно. Должно быть, это люди из зала Кровавой Руки. Место номер 7 колеблется. Это блеф. Постойте. «100 тысяч духовных камней. Этот клинок, рубящий металл, мой. Невозможно. Как она здесь оказалась? Этот даос щедр на ставки. Но я не припомню, чтобы в моем скромном храме бывал такой великий Будда. Дьякон Чень, или, вернее, Чень-щитовод. В городе падающих камней ты нарушил старые договоренности Ордена Управления Духами, а теперь здесь собираешь новые. Не слишком ли это жадно? Ты не бродячий культиватор. Ты — человек из Ордена. Управляющий Чень, у вас отличная память. Я думала, что за эти годы в банде Черного Тигра ты погряз в мелочах и давно забыл старых знакомых. Чень Цань, половина тех духовных камней, что ты раньше учитывал как потери, отправлялась в резиденцию старейшины Чжао во внутреннем дворе. Теперь ты присвоил духовные камни старейшины Чжао в городе падающих камней, и плохие долги уже не свести. Я точно рассчитал семью Чжоу. Но я не учел, что за семьей Чжоу стоит еще более крупный игрок. Второй старейшина дает тебе 3 дня. Либо ты покроешь убытки за последние полгода, либо ты и твои братья превратитесь в прах на дне этой ямы. Раз Орден Юлинь уже вмешался. Похоже, секрет, стоящий за клинком Дуаньцзинь, глубже, чем я думал. Я хвастался, что могу просчитать все в мире, но не смог спасти даже твою жизнь. Чем мне теперь покрыть этот безнадежный долг? Мы только что захватили эту территорию. Братья на тебя рассчитывают. Чем ты будешь ее защищать? Старейшина Чжа одним пальцем может раздавить нас. Я бухгалтер. Я смотрю только на шансы на победу. Сейчас шансы на победу равны 0. Это вещь. Почему она здесь? Юэр, когда мы впервые приехали в уезд Нинюань, эта вещь должна была быть потеряна. Я случайно нашел это в библиотеке преступлений Ордена Управления Духами. Похоже. Твою несчастную жену после смерти старейшины тоже немало обчистили. После смерти Юэр даже красное покрывало было. Они записывают их в активы. Хорошо. Раз уж вы так любите записывать в активы, тогда я, Чэнь Цань, сведу для вас счет за уничтожение рода. Расчет верен. Караван управляющего Чжао пройдет здесь в полночь.
Расчеты смертных. Перед божественным чутьем стадии создания основы. Подобны детским играм. Почему все так обернулось? Не плачь. В этом мире слезами счетов не решить. Джоу Айо разрушил мой дом. Управляющий Джао осквернил дух моей жены. Раз уж путь бессмертных закрыт для смертных, то я пройду по этим тысячам сухих костей, прорубая себе путь демона. Брат Чэнь, хватит тренироваться. Ты превратишься в чудовище. Давай не будем стремиться к бессмертию, хорошо? Юэйр. В этом мире нет бессмертия. Есть только проигравшие и победители. Раньше я был проигравшим. Теперь я хочу обнулить весь этот мир. Чэнь-цан, прячешься в этой мертвой яме. Ты что, сам себе могилу роешь? Я хочу устроить для всех вас большое испытание. Юэйр. Этот кусочек красного шелка слишком холоден. Когда я вернусь в секту, я сниму шкуры с тех старых демонов из семьи Джаи и сделаю тебе из них подстилку. Может, тогда станет теплее. Управляющий Сунь. Не виделись месяц. А потери на вашем складе увеличились на 50%. Дьякон Чэнь. Чэнь. Разве вы не погибли в долине Ледяного Ветра? Мертвые не возвращаются, чтобы проверять счета. Но я не мертвец. Я мстительный дух, который вернулся из ада, чтобы свести счеты. Скажите мне, старейшина Чжао, на какой именно частный склад была отправлена руда металла Ген, вывезенная в этом месяце?
Брат Чень, если ты станешь большим чиновником и будешь каждый день сводить чужие счета, только не ошибись в счетах нашей семьи. Нам не нужны горы золота и серебра, лишь бы эта жизнь была спокойной. Спокойствие. В этом мире культивации. Сколько жизней нужно отдать, чтобы его обрести? Этот счет я не могу свести. Тогда я полностью его уничтожу. Отправьте эти вещи дьякону Вану и дьякону Ли из внутренней секты. Скажите им, что старейшина Чжао присвоил всю эту руду металла Ген на заброшенном кладбище за горой. Господин, это вызовет внутренние распри. Распри? Нет. Это называется списание безнадежных долгов. Управляющий Чжао, ты записал вещи моей жены как преступные активы. Тогда я спешу твою жизнь как проценты. Расчеты верны. Частота колебаний запрета — 3 секунды за сегмент. Поток духовной энергии в узлах формации в полночь изменит направление на обратное. Если я продержусь эти 300 чжанов, я смогу проникнуть в сердце этого ордена. Прямо впереди. 300 чжанов. Я не могу пасть сейчас. Это партия порошка сбора ЦИ с неизвестным назначением. Хотя она числится за Чжоу Лином, но направляется в аптеку семьи Чжао на главной вершине. И это партия кристаллов огненного духа. Чэнь Цань, не суетись. Съешь эту лапшу долголетия, пока она горячая. Нет. Юэйр, не уходи. Раз вы все хотите эту настоящую запись, тогда я превращу ее в вашу. Петлю смерти. К восходу солнца завтрашнего дня. 2 главные фракции Ордена Управления Духами должны погибнуть. Господин инспектор, я приготовил для вас роскошный пир коррупции. Пожалуйста, съешьте все дочисто. Два человека стадии создания основы. Как только массив активируется, они не смогут выбраться из этих 100 чжан.
Хотя сегодня мой день рождения. Собрание всех собратьев даосов. Еще более грандиозное событие. Инспектор. Я слышал, вы недавно обнаружили плохой долг по руде металла Ген. Неужели вы подозреваете меня? Это ваша личная книга «Хранилище Тинцюань» записана очень четко. Мои люди уже в вашем личном хранилище нашли пропавшие пилюли создания основы. Вам двоим не нужно гадать. Эту книгу изменил я. Старейшина Чжао. Чэнь Цань из уезда Нинюань. Я пришел забрать вещи моей жены. И заодно потребовать от вас долг с 3-летними сложными процентами. Этого слугу. Схватите его. Всю жизнь я вел расчеты. Сегодня я вам скажу. Самый справедливый расчет в мире культивации – это взаимное уничтожение. Брат Чэнь. ЮЭР, пойдем. Здесь грязно. Не испачкай свои новые туфли. Брат Чэнь, посмотри на свои раны. Мы же договаривались, что в этой жизни не будем гнаться за богатством. Как же ты себя до такого довела? ЮЭР. За эти 100 с лишним дней я свел 36 тысяч счетов. Я просчитал и победил Чжоу Лина. Просчитал и уничтожил Чжоу Айо. Просчитал и погубил семью Чжая. Но сколько бы я ни считал, я так и не смог просчитать, как вернуть тебя к жизни. Ксик-хиксе. Три часа. Духовная энергия иссякла. Врагов 243. Единственный смертельный прием. Последнее самопожертвование. ЮЭР. Этот безнадежный долг я должен закрыть, отдав последнюю каплю жизни. Чэнь Цань, отдай кольцо хранилища управляющего Чжао. Имущество ордена ты не унесешь.
Хотите бухгалтерские книги? Хотите кольцо? Господин инспектор, разве вы когда-нибудь взыскивали долги с мертвых? Раз уж бессмертные и смертные разделены, то я прямо здесь, на границе инь-ян, открою для всех вас последнюю счетную палату. Брат Чэнь, как только этот счет будет сведен, мы пойдем на рынок за красными финиками. В этом году на Новый год мы приготовим финиковый пирог. Как только этот счет будет закрыт, я больше никогда не буду брать сторонние заказы. Буду каждый день с тобой. Отдай это сокровище. Такая мелочь, как ты, недостойна им владеть. Еще не все посчитано. Кто ты? Юэр, не смотри. Это цена, которую я заплатил, чтобы забрать тебя. Надзиратель, разве ты не хотел активы? Моя жизнь, жизнь моей жены и жизни тысяч букашек на этом кладбище. Брат Чэнь, держись. Пойдем в город падающих камней. Там еще есть лекарства. Отнесите его обратно в Орден Управления Духами. Это самая точная таблица, которую я когда-либо составлял в своей жизни.
Смертные культивируют бессмертие, чтобы обрести жизнь. Вы культивируете бессмертие ради выгоды. Раз вы хотите вести дела, то я переверну этот стол. Посмотрим, как вы выкрутитесь. Посмотрим, как вы выкрутитесь. Чэнь Цань, я так долго тебя ждала. Пойдем домой. Хорошо, домой. Кто-то, культивируя бессмертие, стал богом. Я, Чэнь Цань, за всю свою жизнь рассчитал весь путь к бессмертию, но лишь хочу вернуть тепло той миски лапши.